Мир рухнул за выходные. Андрей узнал об этом в воскресенье утром, когда проснулся от криков на улице. Он жил на 9-м этаже. Окна выходили во двор. Внизу бегали люди. Не просто бегали, их преследовали другие. Те, кто двигался странно, рвано, с неестественными углами в суставах. «Бред», — сказал он сам себе. Он включил телевизор. Все каналы транслировали одно и то же. Экстренное обращение правительства. Вирус неизвестного происхождения. Передается через кровь и слюну. Зараженные теряют человеческий облик. Укус смертелен. Оставайтесь в помещениях. Не открывайте двери. Не подходите к окнам. Андрей не остался. Он работал водителем доставки в торговом центре «Гигант» на окраине города. Там были продукты, вода, аптека, стройматериалы и, главное, толстые стены и решетки на окнах. Он собрал рюкзак, нож, фонарик, заряженный телефон, связи уже почти не было, банку тушенки, бутылку воды. Спустился по лестнице, потому что лифт был занят. Из кабины доносились крики и чавканье. На улице он понял, что фильмы не врали. Мертвые действительно ходили. Они не бегали, как в кино, но двигались быстро. Быстрее, чем кажется. Их лица были серыми, глаза мутными, как у вареной рыбы. Рты раскрыты в беззвучном крике. Они не чувствовали боли, не реагировали на выстрелы, если не попасть в голову. Они просто шли и хватали. Андрей добежал до «Гиганта» за 15 минут. Обычно он ехал на машине, но машина осталась в гараже. А гараж был на той стороне двора, где уже кишели зараженные. Он бежал по пустым улицам, перепрыгивая через разбитые витрины, брошенные коляски, чьи-то сумки. За спиной кто-то кричал. Он не оборачивался. Вход в «Гигант» был завешен мешками с песком. Кто-то успел раньше. «Откройте!» – закричал Андрей, колотя в грузовые ворота. «Я свой! Я здесь работаю!» Минута тишины. Потом лязгнула цепь. Ворота приоткрылись, и чья-то рука втянула его внутрь. «Ты кто?» – спросил мужчина с бейсбольной битой в руках. Лет 40, лысый, в форме охранника. «Андрей, водитель доставки». «Еще один», – сказала женщина из темноты. «Нас уже 5. В торговом центре выживали 5. Охранник Олег, бывший военный, самый спокойный и самый опасный. Продавщица из детского мира Катя. Ей было 23. Она плакала каждую ночь. Повар из фудкорта Виктор. Огромный бородатый мужик, который не расставался с ножом для разделки мяса. Студентка Ира. Она попала в «Гигант» случайно. Забежала за водой, когда все началось. И пожилой мужчина, дед Миша, который работал в хозяйственном отделе и знал, где лежат все ключи, запасные батарейки и аптечки. Андрей стал 6-м. Они забаррикадировали все входы, кроме одного, служебного, который выходил на подземный паркинг. Паркинг был почти пуст, только несколько машин и тьма. Оттуда иногда доносился шум, кто-то ходил, скреб, пытался открыть дверь. Олег проверил, никого, но звуки оставались. «Слуховые галлюцинации», — сказал он, — «стресс». «А может, они там?» – спросила Катя. «Если они там, у нас есть ружье, есть биты, есть ножи, есть план.
План был прост. Сидеть тихо, экономить ресурсы, ждать помощи. Через неделю приедет армия, МЧС, кто-нибудь. Они слышали по радио, что в городе эвакуация, что военные отбивают кварталы, но через неделю радио замолчало, потом через 2 тоже, только шипение и редкие позывные, которые никто не мог расшифровать. На 10-й день они поняли, помощи не будет. Виктор предложил прорываться. У нас есть машины внизу, «Газель», 2 легковушки, топливо есть. Загружаем припасы и валим на юг. «Куда на юг?» – спросил Олег. «Порт, там корабли, военные говорят, что острова безопасные». «Военные ничего не говорят уже неделю». «А ты предлагаешь сидеть здесь до смерти? Еда кончится через месяц, вода через 2 недели, а потом что, жрать друг друга?» Спор прервал звук с улицы, близкий, тяжелый, гул мотора, не машины, грузовика большого. «Кто-то едет», — сказал Андрей. Они подбежали к окнам, заложенными витринными манекенами. Между щелей было видно. По парковке перед входом ехал рефрижератор, за рулем женщина. Сзади 2 мужчин. Они уворачивались от зараженных, которых становилось все больше. Толпа у ворот выросла до сотен. «Открывайте!» – кричали из рефрижератора. «Пожалуйста!» Олег колебался. «Если откроем, они впустят толпу. Если не откроем, они умрут», – сказала Катя. Открыли. Ворота приподняли ровно настолько, чтобы рефрижератор смог вползти. Зараженные ломились следом, но Олег и Виктор отбили их битами и монтировками. Внутрь заскочили 3. Женщина-дальнобойщица Ирина, ее брат Станислав и их сосед Коля, автомеханик. Все 3 были в крови, не своей. «За нами гнались от самого поста ГАИ», – выдохнула Ирина. «Мы не знали, куда ехать. Увидели вашу вывеску». «Добро пожаловать в Гигант», – сказал Андрей. Их стало 9, а через день 13. Потому что в подземном паркинге в машине сидела семья. Отец, мать и 2 детей. Они забились в Хонде и не выходили 2 суток, пока не кончилась вода. Андрей услышал детский плач, спустился, привел их наверх. «Нас уже 13», — сказал Олег. «Это слишком много для одного торгового центра». «Или в самый раз», — ответил Андрей. «Чем нас больше, тем легче обороняться». Он ошибался. Чем их было больше, тем быстрее заканчивалась еда, и тем сложнее было уживаться характерами. Катя ссорилась с Ириной из-за сигарет, которых не было. Виктор требовал больше мяса, хотя мясо было только консервированное. Дед Миша начал заговариваться, путал имена, забывал, какой сегодня день. Станислав, брат Ирины, по ночам ходил по торговому залу и шептал что-то про голос из вентиляции. Андрей не спал, ему казалось, что за стенами не только зараженные. Ему казалось, что кто-то есть внутри. Он начал проверять этажи. На 1 пусто, 2 продуктовый, аптека, хозяйственный, 3 одежда, электроника, детские игрушки, 4 административное помещение, пустые офисы, комната охраны. Везде тихо, только ветер гуляет по эскалаторам. Но однажды ночью, когда Андрей обходил 3 этаж, он услышал шаги, не свои. Кто-то ходил между стеллажами с одеждой. Он включил фонарик. Никого. Но на полу рядом с манекеном лежал детский ботинок. Маленький, розовый, с бантиком. Андрей смотрел на него и не мог вспомнить,
Была ли та девочка из паркинга в розовых ботинках? Он поднял ботинок, изнутри на него смотрело лицо, нашитое на стельку, кукольное лицо, с черными пуговицами вместо глаз. Андрей выбросил ботинок в мусорный контейнер, но на следующий день он снова лежал на том же месте. Семья из паркинга исчезла через 3 дня. Отец, мать, 2 детей пропали ночью. Дверь в их комнату, бывший магазин обуви, была открыта. Внутри пусто. Ни вещей, ни обуви, ни следов борьбы. «Они ушли сами», — сказал Олег. «Не могли здесь больше сидеть». «Ушли куда? На улицу?» — спросила Катя. «Там тысячи зараженных». «Может, нашли другой выход?» Другого выхода не было. Андрей облазил весь центр. Все двери были заперты, решетки заварены, окна забраны витринными стеклами, которые не выбить снаружи. Семья исчезла, но осталась в здании. Он это чувствовал. Через неделю пропал дед Миша. Его нашли в подвале, овощехранилище. Он сидел на корточках в углу, обнимал мешок с картошкой и улыбался. Глаза были открыты, но не моргали. Он не реагировал на голоса, не пил, не ел, просто сидел и улыбался. «Кататония», — сказала Ира, студентка-медик. «Психогенный ступор. Он не вернется». «Что делать? Оставить здесь или...» Она не договорила, все поняли. Дед Миша умер через 2 суток. Не от голода, не от жажды, от усталости. Сердце остановилось во сне. Он так и сидел в углу с мешком картошки, улыбаясь. Когда его хоронили, если можно назвать это хорошим закапыванием, на заднем дворе гиганта, под слоем гравия, Андрей заметил странное. На руках деда Миши были царапины, не свежие, старые, зажившие, но царапины были в виде букв, они внутри. Он показал Олегу. Олег побледнел. Это он сам себе нацарапал перед смертью. Чем? Ногти короткие. Не знаю, но нам надо уходить. В ночь они собрали совет. 13 человек превратились в 10. Теперь решали, остаться или идти к порту. 150 километров через город, кишащий зараженными. «Остаемся», — сказал Виктор. «У нас есть еда. На месяц, оружие, крыша над головой. На улице нас сожрут за час». «Уходим», — сказала Ира. «Деда Мишу кто-то убил. Не зараженные, свои. Псих. Он внутри, и он убьет еще». «Кто?» — спросил Станислав, сверкая глазами. «Ты?» «Ты сам знаешь». Спор перешел в драку. Станислав толкнул Иру, Виктор встал между ними. Олег разнял. Андрей стоял в стороне и смотрел на эскалатор. Там наверху стоял человек. Тонкий, высокий, в темной одежде. Лица не видно, капюшон. Но Андрей узнал ботинки. Розовые с бантиком. Детские, на взрослых ногах. «Кто это?» – спросил он. Все обернулись. Эскалатор был пуст. «Тебе показалось», – сказала Катя. «Не показалось, он был там». «У нас галлюцинации от стресса», – объяснила Ира. «Это нормально. Мозг защищается, создает образы». «Образы в розовых ботинках?» Они проверили здание. Никого. Только манекены в витринах, пыль, пустые стеллажи. Но на 4-м этаже, в административной зоне, Андрей нашел дверь, которую раньше не замечал. Раньше на ее месте была стена, теперь дверь. Металлическая, с ручкой-кольцом.
Из нее пахло сыростью и чем-то сладким. «Не открывай», — сказал Олег. «Почему?» «Там не было двери, я знаю здание». «А теперь есть». Андрей открыл. За дверью была комната, маленькая, без окон, с бетонным полом. В центре стол. На столе старый телевизор, пульт, видеокассета. На стенах фотографии тех, кто когда-то работал в «Гиганте». Сотрудников, охранников, уборщиц, продавцов. На всех фотографиях лица были заклеены черными кружками. И одна фотография без кружка. Та самая семья из паркинга. Отец, мать и двое детей. Стоят у входа в «Гигант» и улыбаются, но глаза пустые. «Нам надо уходить», — сказал Андрей. Они ушли. На следующий день в 4 утра погрузили припасы в «Газель» и рефрижератор. Олег, Виктор, Ирина и Коля поехали впереди на грузовике. Андрей, Катя, Ира и Станислав в «Газели». Дорогу выбирали по карте, объездными, через промзону, чтобы не попасть в центр. За воротами их встретили зараженные, сотни. Они бросились на машины, царапали стекла, повисали на зеркалах. Олег дал по газам. Виктор бил монтировкой по рукам, которые лезли в окна. На выезде с парковки они потеряли Колю. Он высунулся, чтобы сбить зараженного, который залез на капот. Зараженный укусил его за плечо. Коля закричал. Выпал из кабины. Олег не остановился. «Он был мертв!» – кричал Олег в рацию. «Укус! Смерть через час! Мы не могли его взять!» Ирина рыдала, Станислав молчал. Осталось 9. Через час они въехали в промзону. Заводские корпуса, пустые цеха, ржавые трубы. Зараженных почти не было. Только редкие одиночки, которые брели между зданиями. Дорога была плохая, но проходимая. «До порта 2 часа», — сказал Андрей, глядя в навигатор. «Если никого не встретим». Они встретили. На мосту через реку. Дорогу перегораживали машины. Не военные, гражданские, брошенные. Между ними бродили десятки зараженных. И несколько живых. Люди в камуфляже, без знаков отличия, с автоматами. Они махали руками, кричали: «Стойте! Помогите!» Олег не остановился, объехал по встречке, сбил 2 зараженных, влетел в груду машин. «Газель» застряла. «Выходим!» – крикнул Андрей. «Пешком!» Они выпрыгнули из машин. Люди в камуфляже бросились к ним, но не за помощью. За оружием, за едой, за машинами. Олег выстрелил в воздух из ружья. «Назад!» «У нас патроны кончились!» – закричал один из них. «Отдайте машину, и мы вас не тронем!» «Свои же!» – прошептала Катя. «Свои самые страшные!» – ответил Андрей. Они побежали. Сквозь зараженных, сквозь брошенные машины, сквозь дым и крики. Катю схватили, утащили в толпу. Андрей попытался вернуться. Ира удержала. Нельзя, она уже мертва. Осталось 7. Порт они увидели на рассвете. Большие корабли стояли у пирса. Пассажирские, грузовые, военный катер. На пирсе солдаты в защитных костюмах с автоматами. Они пропускали людей по документам, проверяли на укусы, мыли в дезинфекционных кабинах. «Мы спасены», – выдохнул Виктор. «Не радуйся раньше времени», – сказал Олег. Они прошли проверку. Андрей, Ира, Виктор, Олег, Ирина, Станислав и девочка лет 12, которую они подобрали по дороге. 7 человек из 13. На корабле им дали каюты, воду, сухой паёк. Кто-то плакал, кто-то молился, кто-то спал.
Андрей не спал. Он стоял на палубе, смотрел на берег, на горящий город, на дым, поднимающийся к небу. «Ты как?» – спросила Ирина, подходя. «Живой. Этого мало. Пока достаточно». Она взяла его за руку, он не убрал. На третий день плавания корабль должен был причалить к острову, где, по слухам, была безопасная зона. Но на второй день капитан объявил по громкой связи: на острове вспышка, зараженные добрались и туда. Корабль разворачивается. Новый пункт назначения – север. Ледоколы, военная база, неизвестность. Андрей вышел на палубу. Море было спокойным, почти черным. Вдали на горизонте догорал берег. «Что теперь?» – спросила Ирина. «Выживать», – сказал он, – «как всегда». За их спинами в трюме кто-то закричал, потом еще, потом началась стрельба. Андрей обернулся. Из люка выбегал матрос с перекошенным лицом. «Зараженный, в трюме! Он укусил 3. Откуда он взялся? Не знаю, но он в розовых ботинках». Андрей похолодел. Он посмотрел на море, на черную воду, на горизонт, где не было ничего. «Это не конец», — сказал он. «Это только начало». И разжала его руку. Они стояли на палубе, слушали крики, выстрелы, топот сотен ног и знали, куда бы они ни поехали, ни поплыли, ни улетели, мертвые всегда будут рядом, потому что мертвые – это мы, просто еще дышим.